Привет, друзья! Сегодня разберем тему, которая вызывает серьезные опасения у миллионов жителей Германии. Могут ли в один момент сократить пенсионные выплаты? В условиях, когда правительство Мерции ищет способы сбалансировать бюджет, в социальных сетях активно обсуждают разные сценарии. И волнуются здесь все, от тех, кто только планирует свой выход на заслуженный отдых, до тех, кто уже получает свои честно заработанные выплаты. И главный вопрос – насколько устойчивым являются ваши пенсионные права? В системе немецкого пенсионного страхования Deutsche Rentenversicherung официально заявляют, выплаты и государственные дотации на них защищены законом. Но если смотреть на историю, в разные периоды правила действительно пересматривались. Что же защищает систему сегодня? Существует так называемая пенсионная гарантия – Рентер-гарантия. Это важный такой правовой механизм, своего рода предохранитель. Суть его в том, что по закону размер пенсии не может снижаться, даже если в стране начинается экономический спад, и средние зарплаты также уменьшаются. В то время как обычный работник, например, может столкнуться со снижением доходов, пенсионер сегодня защищен от отрицательной индексации. То есть пенсия может не вырасти, но она не должна стать меньше. Законодатель исключил эту возможность уменьшения выплат. Более того, система обладает важным качеством – финансовой самостоятельностью. Пенсионное страхование в Германии – это не просто подразделение какого-то министерства, а именно самоуправляемая структура. Решения принимаются представительскими органами, что теоретически снижает влияние краткосрочных политических решений на пенсионные ваши средства. Даже такие специфические статьи, как выплаты за период воспитания детей, регулируются четкими нормами, а не текущими административными решениями. Однако, если сравнивать это с другими странами Европейского Союза, немецкая система действительно выглядит сегодня устойчивой, но при этом требует значительных ресурсов для своего поддержания. Мы с вами видим, как государство все больше доплачивает, скажем так, в пенсионный фонд из именно общих налогов. И именно это создает пространство для обсуждений, то есть если нагрузка на бюджет продолжит расти, насколько устойчивой останется текущая модель в долгосрочной перспективе. Но если вы думали, что броня, скажем так, есть только у государственной системы, то у меня для вас есть важная новость. Буквально в декабре 2025 года Федеральная судебная палата поставила точку в многолетнем споре о частных накоплениях. Речь идет о знаменитой пенсии Ристера. Суд вынес принципиальный вердикт: страховые компании не имеют права по собственному усмотрению уменьшить выплаты по так называемым фондовым договорам. Это контракты, где ваши деньги вложены в ценные бумаги для получения прибыли. В центре спора оказался пункт в правилах страховой компании Альянс, который позволял фирме в одностороннем, скажем так, порядке снижать ваш пенсионный коэффициент. Давайте объясню буквально на пальцах, почему это было так чувствительно. Этот коэффициент, по сути, то есть множитель, он определяет, сколько евро ежемесячно в пенсии вы получаете за каждые 10 тысяч евро, накопленных на счету. Если компания снижает этот самый множитель, то ваша итоговая пенсия уменьшается, хотя сумма накоплений, как вы понимаете, не изменилась. Суд признал такую практику недопустимой. По оценкам Союза страхователей, это решение касается примерно 1 миллиона человек в Германии, которые заключили договоры еще до середины 2010-х годов. Раньше, напомню, страховщики объясняли свои действия падением процентных ставок и ростом издержек. Теперь же такая аргументация не принимается. Суд подтвердил, договор – это обязательство, и страховая компания должна выполнять его в полном объеме, не перекладывая свои, скажем так, рыночные риски на клиентов. Что мы имеем с вами в итоге? Правовую устойчивость ваших выплат обеспечивает сразу несколько опор. Это и прямые нормы закона, и пенсионная гарантия, и определенная автономия пенсионных институтов. Если же государственная пенсия защищена законодательством, то решение по компании Альянс
усилила защиту тех, кто формировал накопления самостоятельно. Поэтому, когда вы сегодня видите в соцсетях громкие какие-либо там заявления о том, что пенсии могут резко уменьшить, важно относиться к этому критически. В значительной степени это какие-то там эмоциональные интерпретации. С юридической точки зрения я вам сказал, уже сформированные пенсионные права и накопления ваши защищены, и их изменения возможно только в рамках строгих правовых процедур. И вы знаете, вопрос защиты уже накопленных прав – это только одна сторона медали, но куда более остро стоит проблема тех, кому этих выплат уже буквально вот сегодня не хватает для нормальной жизни. Ситуация с доходами пожилых людей в Германии становится все более, будем называть, напряженной, и сухие цифры это подтверждают. Сегодня примерно каждый пятый пенсионер живет на сумму, не превышающую 1400 евро в месяц. Если сопоставить это с официальной чертой бедности, которая сейчас, напомню, зафиксирована на уровне 1378 евро в месяц, становится ясно, что многие находятся в очень уязвимом финансовом положении. Несмотря на то, что средняя пенсия по стране на бумаге выглядит неплохо, брутто 1990 евро, этот показатель часто вводит в заблуждение. Реальный разрыв между высокими и низкими выплатами остается значительным, и социальные организации все чаще обращают внимание именно на проблему бедности в старости. Сегодня этот вопрос становится с каждым днем все более актуальным, и власти вводят дополнительные инструменты поддержки. Но здесь важно понимать, государственные выплаты часто носят заявительный характер. Чтобы получить доплаты, необходимо знать свои права и вовремя подавать соответствующее заявление. В немецкой системе сейчас действуют два основных механизма помощи тем, чей бюджет не дотягивает до минимального уровня. Первый – это так называемая базовая пенсия – Grundrente. Важно понимать, что это не отдельный вид пенсии, а надбавка за многолетний ваш труд. Она положена тем, кто имеет за плечами как минимум 33 года страхового стажа, включая периоды воспитания детей или ухода за близкими, но при этом из-за относительно невысоких ваших доходов в прошлом сегодня получаются и небольшие выплаты. Второй инструмент – это социальное пособие по старости. В отличие от базовой пенсии, здесь ключевую роль играет текущая финансовая ситуация. Если пенсия не покрывает базовые расходы на жизнь и вашу аренду, социальные службы вам доплачивают небольшую разницу. По сути, если Grundrente – это поддержка за прошлую вашу трудовую деятельность при невысоком доходе, то Grundsicherung – это помощь здесь и прямо сейчас, чтобы человек мог обеспечить базовый уровень жизни. Самое удобное в базовой пенсии то, что ее начисляет пенсионный фонд автоматически, без лишней бюрократии. Однако я настоятельно рекомендую вам внимательно изучать свое ежегодное пенсионное извещение. Неточности в расчетах возможны даже в отлаженных системах, и если вы видите все-таки, что ваш стаж учтен не полностью, вы можете ежемесячно недополучать ощутимую сумму, которая положена вам по закону. Если же со всеми надбавками средств серьезно не хватает, в дело вступает социальное пособие по старости Grundsicherung im Alter. Здесь механика иная. Ведомство социального обеспечения проведет полную проверку вашей финансовой ситуации. Они учитывают не только пенсию, но и имеющиеся сбережения. Но сразу скажу, что не стоит заранее переживать. В Германии существует понятие неприкосновенного минимума. Обычно это сумма до 10 тысяч евро на человека, которую можно сохранять в качестве финансового резерва. Задача этого пособия – покрыть базовые потребности по установленным государственным нормативам, то есть от питания и одежды до оплаты коммунальных услуг. Но есть одна статья расходов, которая сегодня особенно сильно влияет на бюджет пожилых людей – это жилье. Рост цен на энергию и аренду делает проживание в крупных городах все более затратным. Специально для тех, кто снимает квартиру, предусмотрено жилищное пособие Wohngeld.
Оно может покрыть существенную часть расходов на аренду и отопление. И важный здесь нюанс. Если вы уже получаете Grundsicherung, расходы на жилье, как правило, уже учитываются в выплатах. Но если ваша пенсия немного все-таки превышает установленный минимум и вы формально не подпадаете под социальную помощь, вы все равно можете претендовать на Wohngeld. Это сопоставимо с мерами поддержки для работающих семей. Государство учитывает, что жилье – одна из самых значительных частей расходов и предоставляет вам дополнительную помощь. Главное – помнить, что такая поддержка предоставляется по вашему заявлению. Его необходимо подать в местное ведомство Wohngeldbehörde. Но что делать тем, кто в пожилом возрасте живет не в съемной квартире, а в собственном жилье и при этом вынужден внимательно контролировать расход из-за небольшой пенсии? С 2026 года для таких домовладельцев вводится особая мера поддержки. Это пособие на содержание недвижимости. Это, по сути, аналог жилищного пособия, но для собственников. Ведомство будет рассчитывать его индивидуально, учитывая состав семьи и общий ваш доход. Но самое интересное здесь то, что в расчет принимаются платежи по кредиту или ипотеке за этот ваш объект, в котором вы проживаете. Если сравнивать с прошлыми годами, подход действительно стал более, скажем так, гибким. Теперь наличие собственного дома не является автоматическим поводом для отказа вам в помощи, если расходы на его содержание становятся слишком высокими. Отдельный сложный вопрос сегодня – это энергия. Если вы уже получаете жилищное пособие, вы можете претендовать на целевые субсидии на отопление. Социальные службы сейчас ориентированы именно на то, чтобы пожилые люди не накапливали задолженности перед поставщиками газа или электроэнергии. Главная задача здесь именно снизить нагрузку по крупным авансовым платежам, которые коммунальные компании, напомню, часто выставляют с учетом возможного роста цен. Но более серьезные финансовые трудности возникают тогда, когда к расходам добавляются проблемы со здоровьем. Если человеку требуется постоянный уход, подключается система страхования по уходу. Здесь все зависит именно от формата жизни. Если вы остаетесь все же дома и за вами ухаживают родственники, вам выплачивается денежное пособие по уходу, которым вы распоряжаетесь уже самостоятельно. Если же задействованы профессиональные службы, страховая касса оплачивает их услуги напрямую. Однако наиболее сложной темой остается переезд в дом престарелых. Первый год проживания собственный вклад может составлять около 3000 евро в месяц. Это значительно, как вы понимаете, сумма, которая обычно не покрывается стандартной пенсией. В таких случаях действует поэтапный механизм. Сначала используются ваши личные сбережения, а потом при их недостаточности недостающую часть расхода берет на себя государство. Таким образом, даже в сложной ситуации человек не остается без необходимого ухода, однако накопления, которые планировались на будущее, могут существенно сократиться. При расчете всех этих пособий важно понимать о своих правах на имущество. В Германии закон защищает ваш неприкосновенный минимум в размере 10 000 евро. Эти средства государство не требует использовать перед назначением помощи. Кроме того, само по себе пособие по уходу обладает особым статусом. Оно не считается вашим доходом, а значит, соответственно, не уменьшает размер пенсии и не облагается налогами. Это ваш такой отдельный ресурс для поддержания качества жизни. Однако 2025 год принес тогда и ощутимые изменения, то есть взносы на медицинское страхование выросли. Сильнее всего это затронуло тех, кто застрахован в частных кассах Privat Krankenversicherung, где платежи увеличились в среднем на 18%. Для тех же, кто находится в государственной системе, нагрузка выросла за счет увеличения так называемого дополнительного взноса. В 2026 году его средний уровень по стране ориентируется на отметке около 2,9%, хотя каждая страховая касса устанавливает свой процент.
Здесь есть важный технический нюанс. Если основную часть взноса пенсионный фонд удерживает автоматически, то вот именно дополнительный платеж от страховой кассы в ряде случаев пенсионерам необходимо отслеживать самостоятельно. А если вы застрахованы частно или добровольно, важно подать заявление на компенсацию части взноса. Пенсионное страхование может вам покрыть примерно половину от общей ставки, но только при своевременной подаче заявления. Но давайте о приятном. Ваше пенсионное удостоверение Rentner-Ausweis – это не просто документ, а удобный инструмент для получения льгот. Оно дает доступ к различным скидкам, например, от билетов в музеи и зоопарки до более выгодных тарифов на связь и подписки. Самая ощутимая экономия сейчас в 2026 году касается именно транспорта. Пока обсуждается повышение стоимости единого проездного Deutschland Ticket, пенсионеры в ряде случаев могут пользоваться более доступными тарифами. Например, в некоторых регионах и для получателей социальной помощи по старости действует льготная стоимость – около 22,5 евро в месяц. Это существенно ниже стандартной цены. Такая разница наглядно показывает, как статус пенсионера помогает сегодня сохранить мобильность даже при ограниченном бюджете. И здесь я предлагаю не останавливаться и двигаться еще дальше, ведь перемены затронули не только старшее поколение, но и самые молодые семьи страны. Рождение ребенка в Германии – это всегда серьезная смена жизненных ритмов, когда на смену привычному графику приходят бессонные ночи и новые повседневные задачи. В этот период родителям хочется, конечно же, сосредоточиться на малыше, но и на практике им часто приходится разбираться с разными административными процедурами. Важно вовремя подать заявление, собрать документы и не пропустить те сроки, иначе выплаты могут задерживаться. Однако ситуация постепенно меняется. Министерство финансов представило сегодня проект, направленный на упрощение получения детских пособий. Его суть состоит в том, чтобы сделать процесс максимально автоматизированным, то есть родителям больше не нужно будет проходить несколько этапов оформления. Государственные ведомства смогут обмениваться данными между собой, чтобы финансовая поддержка поступала на счет без дополнительного обращения. Это заметный такой шаг вперед для системы, где бумажный документооборот долгое время оставался основным стандартом. Главным инструментом такой поддержки остается, как вы понимаете, детское пособие Kindergeld. Государство ежегодно направляет на эти цели около 55 миллиардов евро, обеспечивая выплаты почти 17,6 миллиона детей. А я напомню, что право на эти средства есть у всех родителей, являющихся налогоплательщиками в Германии при условии, что дети проживают на территории страны или в странах Европейского Союза. Сумма выплаты сейчас зафиксирована на уровне 259 евро в месяц на каждого ребенка. И здесь важно подчеркнуть, в отличие от многих других социальных выплат, Kindergeld не зависит от уровня дохода. Сумма одинаковая для всех. По сложившейся сегодня практике средства чаще всего поступают на счет матери. Пособие выплачивается до достижения ребенка 18 лет. А при продолжении обучения в ВУЗе или получении профессии Ausbildung выплаты могут быть продлены по отдельному заявлению. Если же сравнивать это с тем, как система работала раньше, разница действительно ощутима. Ранее родителям приходилось проходить несколько этапов, то есть регистрация в ЗАГСе, затем ожидание налогового номера и только после этого обращение в семейную кассу. В условиях нехватки сна заполнение сложных этих форм нередко приводило к ошибкам, из-за которых выплаты задерживались. Новая автоматизация направлена именно на то, чтобы упростить этот весь сложный процесс и сделать получение поддержки более предсказуемым и удобным для семей. Политический вес этой реформе придал министр финансов Ларс Клинбель от партии СДПГ, Социал-демократическая партия Германии. В своем недавнем заявлении он подчеркнул, что цель Берлина – создать сервисное государство, которое работает на людей. Логика здесь проста. После появления младенца родители должны тратить время на уход ребенка.
а не на изучение многочисленных формуляров. Эту инициативу поддержал и Бербельбас, отметив, что правительство намерено упростить повседневные процедуры для всех молодых семей. Но давайте разберем, как именно этот цифровой механизм будет работать внутри. Сейчас схема выглядит так. Когда ребенок рождается, ЗАГС передает данные в Центральное налоговое ведомство. На этом цепочка обычно завершалась, и родителям приходилось самостоятельно заниматься следующими шагами. По новому закону налоговые органы будут автоматически уже передавать информацию в семейную кассу. Единственное условие для полной автоматизации – это наличие актуального банковского номера ИБАН в государственных базах. Если, например, данные обоих родителей доступны, система по умолчанию просто автоматически перечислит средства на счет матери, как это принято в текущей практике, однако получателя можно будет потом изменить. Что же касается сроков, то правительство решило внедрять систему поэтапно, чтобы избежать перегрузок. Первыми изменения почувствуют семьи, где рождается второй или последующий ребенок. С марта 2027 года выплата будет автоматически добавляться на уже используемый счет. Родителям первенца потребуется больше, соответственно, времени. Для них полноценный запуск запланирован на ноябрь 2027 года. Основное условие остается прежним. Хотя бы один из родителей должен официально проживать и работать на территории Германии. Эта цифровая реформа не просто какое-то доброе слово от политиков. За ней стоят вполне конкретные расчеты. Министры Ларс Клинваль и Бербельбас прямо заявляют, их цель – упростить процесс получения выплат и снизить бюрократическую нагрузку на граждан. Новая система нацелена на создание сервисного государства, где значительная часть процедур происходит автоматически, то есть без необходимости личных обращений с документами. Однако, как это часто бывает в Германии, ключевые нюансы скрыты именно в деталях. Несмотря на очевидные преимущества автоматизации, она охватывает не все категории получателей. Есть несколько ситуаций, где прежний порядок сохранится. Первая группа – это родители первенцев, которые уже получают гражданское пособие Бюргергельд. В таких случаях автоматическое назначение может не сработать в полном объеме. Семейная касса, Familienkassa, направит уведомление с QR-кодом, и часть данных потребуется заполнить самостоятельно. Вторая группа – это те, кто платит налоги в Германии, но проживает за ее пределами. Для них автоматический обмен данными пока ограничен, поскольку информация из иностранных реестров не всегда интегрируется в систему. Третья группа – это родители совершеннолетних детей. Если ребенку исполнилось 18 лет, но он продолжает обучение в вузе или проходит профессиональную подготовку, выплаты не продлеваются автоматически. В этом случае необходимо подтвердить статус обучения, иначе выплаты будут приостановлены. И важный момент. До полноценного запуска системы в 2027 году, как я сказал, законопроекту еще предстоит пройти процедуру согласования, включая одобрение земель и голосование, соответственно, в Бундестаге. Это означает, что на текущий момент сохраняется действующий порядок оформления от регистрации в ЗАГСе до подачи заявления. На этом у меня на сегодня все. Важно помнить, что в Германии стабильность выплат во многом зависит от вашей осведомленности и своевременного взаимодействия с ведомствами, будь то пенсионные гарантии, социальные доплаты или детские пособия. Проверяйте официальные уведомления и учитывайте, где требуется личное ваше участие. Корректно оформленные документы и знание своих прав помогут избежать задержек и финансовых потерь. Спасибо за просмотр.